На кладбище стоял тихий летний день, но в сердце Фридриха Хоффмана бушевала буря. Он пришел навестить могилу своего единственного сына, погибшего год назад, и заметил у надгробия женщину в военной форме, держащую на руках двух маленьких мальчиков, а рядом с ней стояли еще двое близнецов. Они были слишком похожи на его сына, и эта мысль резала душу. Фридрих был человеком богатым, но одиноким. После смерти сына его дом превратился в музей воспоминаний. Он не ожидал увидеть у могилы чужую женщину с детьми, и гнев, смешанный с болью, подтолкнул его к обвинениям. Она плакала, едва удерживая малышей, пока пыталась объяснить, кто она. Женщина представилась Кларой Вебер и сказала, что была тайной женой его сына. Она утверждала, что он вел двойную жизнь и скрывал свою семью, чтобы защитить ее. Дети, Леон, Матиас, Эмиль и Феликс, были его сыновьями. Фридрих окаменел. Он не хотел верить ни одному ее слову, но что-то в выражении ее лица, в дрожащих руках, в глазах детей заставило его остановиться. Он решил проверить правду. В течение часа он задавал вопросы о привычках, страхах, детских воспоминаниях, о вещах, которые знали только самые близкие. Кларе удавалось отвечать на все. Его уверенность начала таять. На следующий день он пригласил ее в частную клинику. Там провели ДНК-тест, и спустя несколько дней результаты подтвердили родство с вероятностью 98%. Фридрих долго смотрел на бумаги, чувствуя, как внутри что-то ломается, а затем медленно оживает. Он понял, что перед ним стоят его внуки, продолжение единственного человека, которого он любил больше жизни. Фридрих пригласил Клару и детей в свой особняк. Сначала она стеснялась, боялась чужого роскошного мира, но постепенно все изменилось. Дом, когда-то наполненный тишиной, ожил, коридоры звучали детским смехом, сад превратился в игровую площадку, а за большим обеденным столом, наконец, снова сидела семья. Клара получила поддержку, о которой не смела мечтать, дети, будущее и заботу, а Фридрих — смысл жизни, который потерял вместе с сыном. Чувство одиночества, мучившее его долгие месяцы, исчезло. Он понял, что судьба вернула ему то, что забрала слишком рано, не сына, но его часть, живую, светлую и, безусловно, любимую. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.